Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. Продолжаем тему виноградных подвоев. Сегодня речь пойдет о виноградном подвое Берландери Рипария Телеки 8B. Данное видео будет состоять из тайм-кодов. Первой части история создания данного подвоя, также о Зигмунде Телеки, его участии в данном процессе как селекционера. Также во второй части будет ампелографические признаки Телеки 8B и особенности данного подвоя. Давайте обо всем начнем по порядку. Прежде всего, Зигмунд Телеки очень много путешествовал по странам Европы, знал очень много языков, был достаточно образованным человеком. В возрасте 27 лет вернулся в Венгрию, в Виланию, и там занялся продажей вина. Как известно, на тот период европейские виноградники уже очень много страдали от филоксеры и находили выход, решение выращивать виноградные растения на привитых саженцах, то есть на филоксероустойчивых подвоях. Он для себя сделал вывод, что успех и благополучие в его жизни будет только с успехом и развитием виноградарства в Венгрии. Он купил саженцы из-за рубежа, в основном купил Рипария рупестрис, Рипария дулот, то есть те саженцы, которые на тот период были распространены. Он их высадил на 5 гектарах, но наблюдая за своим виноградником, он видел, что они очень плохо растут, достаточно хлорозят, он был им недоволен. И принял решение, что нужно высадить сорта или подвои на основе Берландери. Так как путешествуя во Франции, он краем уха где-то слышал, что сорта Витис Берландери, хотя имеют какие-то недостатки, но достаточно устойчивы к активной извести. Но на тот период существовали карантинные меры, и ввоз в страну саженцев и черенков был категорически запрещен. И он купил у французского виноградаря семена 22 фунта Берландери, Витис Берландери, и высадил. Из них в питомнике выросло примерно где-то 40 тысяч саженцев. Он высадил семена в 1896 году, а спустя 2 года, в 1898 году, сделал первичный отбор. И сам писал, чтобы привести данный хаос в порядок, ему потребовалось очень много усилий. Можно представить себе 40 тысяч саженцев и как из всего выбрать. В первом отборе он убрал все саженцы, которые имеют маленькие листья, и те, которые имели слабый рост. Оставил примерно около 3000 саженцев, которые, имея опыт бухгалтера, быстро сообразил и склассифицировал на 10 подгрупп. В первой группе он оставил те, которые имеют в родительской форме чистые рипария. Также в 10-ю группу он отвел чистые рупестрис, которые похожи на Берландери Рипария, да, в родительской форме которые, он их разделил на 2 группы. То есть выбрал группу А и группу Б. В группу А он дал номера 4, 5, 6, а в группу Б 7, 8, 9. И уже в 1902 году он особо обратил внимание на 2 вида. То есть на группу 8Б и на группу 5А. Да, из истории знаем о том, что группа 5А, из него в дальнейшем Франц Кобер создал Кобер 5ББ. Но об этом я уже рассказывал в прошлом видео. Так вот, наблюдая за Телеки 8B, он отмечал, что он очень хорошо растет. Также очень быстро созревают на нем саженцы, черенки вызревают хорошо. То есть в этот период, наблюдая, выделил его и начал его распространять. Он, не знаю, или из-за того, что быстро распространить данные саженцы, сделал фундаментальную ошибку в том плане, что он из нескольких саженцев распространял, то есть не делал с одного маточного куста. Так Телеки 8B разошлись по разным странам: в Германию, в Италию, в Румынию.
И в каждых странах в дальнейшем селекционеры проводили исследования, проводили классификацию и выделяли различные клоны. Я на экран выведу, в каких странах какие были клоны выведены. И причем, что данные клоны отличались между собой не только внешними данными, но имели различные типы цветка. Так как Телеки 8B считается мужским типом цветка, но существовали клоны, которые женский тип цветка. Так, 1900 по 1969 по 1975 год в Институте виноградарства в Германии, в Гейзенхайме, были проведены исследования, тестировали на различные моменты, то есть устойчивость к корневой форме филоксеры, также срастаемость, и вывели и официально зарегистрировали 6 клонов. Я на экран выведу, вы можете посмотреть и ознакомиться. Если в одной Германии существует 6 клонов Телеки 8B, то можно представить, сколько различных клонов разошлись по всему миру. Данная селекционная работа Зигмунда Телеки действительно совершила революцию, можно сказать. И из тех семян, которые он высадил, в всем мире получили распространение многие знаменитые сорта, такие как Телеки 5C, Кобер 125 АА, Кобер 5ББ. То есть все многие известные и популярные сорта, они произошли именно с этих высева, с тех семян. Вот действительно, скажем так, Зигмунд Телеки сам, наверное, не основая и не зная, занялся селекционной работой, который на самом деле сделал революцию. Это то, что касается создания данного подвоя Телеки 8B. Давайте сейчас пройдем на другое место и познакомиться с ампелографическими признаками данного подвоя. То, что касается ампелографических признаков подвойных сортов, они достаточно хорошо описаны. Их можно найти во многих источниках. Просто нужно смотреть и обращать внимание и идентифицировать тот или иной подвойный сорт. К примеру, Телеки 8B, у него мужской тип цветка, который выглядит следующим образом. Взрослый лист так выглядит, и также самые молодые побеги выглядят следующим образом. А вот здесь описаны все его показатели, на которые нужно будет обращать внимание. В каком выгляде находятся молодые побеги, открытые, не открытые, как выглядят, какого цвета молодые листья, четвертые по счету, взрослые листья, то есть черешковая выемка. Все эти моменты описаны. К примеру, да, на что нужно будет смотреть и обращать внимание. Вот если здесь видим побеги, они могут быть или закрытые, или полуоткрытые, или открытые. Точно так же они могут иметь различные интенсивности окраски. Да? Молодые листья в целом классифицируются на 4 цвета, то есть зеленый, желтый, бронзовый или медно-красный. Также самая вершина может быть различные, скажем так, интенсивности окраски. Также, если то, что касается взрослых листьев, они имеют разного вида, то есть они могут быть или клиновидные, или же округлые, да, и, к примеру, в каком виде находится пузырчатость, складка. Вот эти все моменты, они описаны, вам нужно будет просто его идентифицировать. К примеру, черешковая выемка, она может быть или полностью открытой, или же полностью закрытой, или тут существуют различные вариации. Также самое она может быть или U-образной, или же в виде латинской буквы В. Да? Также самое побеги могут быть полностью круглыми или ребристыми, иметь различные ребра. То есть вот эти все моменты нужно будет смотреть и обращать внимание. Также существует два вида войлочного или же ворсинистого опушения. К примеру, здесь приведем пример войлочного опушения, то есть когда они лежачие, такие волоски мелкие-мелкие, да, или же они могут быть стоячими. Они могут быть и на жилках, и на поверхности листа. К примеру, яркий пример такого густого войлочного опушения — это лист такого винограда, как Шайн Мускат. Она практически с нижней стороны полностью белая, ее практически не видно. То есть вот эти все моменты, на эти детали нужно будет обращать внимание. К примеру, то, что касается Телеки 8B,
Он имеет мужской тип цветка, который после того, как она завяжется, она ни в коем случае не завязывает грозди. Она цветет и полностью как бы отпадает. Так же самое по нашим листьям, то, что касается, да, нужно брать обязательно хорошо сформированный лист. К примеру, нижние листья, они как бы, в полной мере не отвечают тем или иным показателям. Хорошо сформированные листья находятся у нас примерно начиная с 8 узла и выше. То есть там, где взрослые листья уже показывают полностью все свои метки, да, на которые нужно будет обращать внимание. К примеру, у него краевые зубчики находятся в таком состоянии. Они широкотреугольные, то есть основание у него выше, чем вершина. Черешковая выемка, там где крепится черешок, у него V-образный. Видим, вот на другом листе они более, скажем так, ярко выражены. Здесь видим, да, то есть они V-образные. Так же самое я данные листья сфотографирую рядом, выложу, чтобы вы могли спокойно в режиме как бы в краешке, уголке посмотреть. Так же самое основное отличие листа Teleky 8B от Cobra 5BB. У Teleky 8B жилки имеют зеленый цвет, да, полностью зеленый. Если его посмотреть с нижней стороны, они имеют небольшое такое опушение по жилкам, и они полностью зеленые. То есть они имеют полностью зеленый цвет. Я вот так вот покажу, я думаю, вам будет здесь видно. А вот давайте подойдем к взрослому листу Cobra 5BB. В каком оно виде находится. Да, она видим, с наружной стороны видим жилки немножко такие красненькие. А с этой стороны, если ее развернуть, она немножко имеет такой красноватый вид. Вот у Teleky 8B они всегда в зеленом состоянии. Давайте посмотрим на вершину нашего побега. Там тоже есть некоторые показатели, на которые нужно будет обращать внимание. К примеру, молодой лист такой немного бронзового цвета, с таким бронзовым оттенком. То есть, не знаю, насколько камера сфокусирует и покажет. То есть она немножко бронзового цвета. Видим, что она вот такая вот вытянутая, и она вот немножко уходит как бы в сторону. И вообще, если взять взрослый лист у Teleky 8B, она как бы не пропорционально сформирована. То есть одна часть немного больше, чем другая. Так же самое у него ребристые побеги. Я думаю, вот здесь так же самое сфокусируется. Или же я сфотографирую и рядом выложу данные побеги. Она вот явно видно, как она ребристая. Так же самое у него усики преимущественно состоят из 3 частей. То есть усики тройные. И верхушка нашего побега, она у нас, скажем так, немножко, скажем так, закрыта и с войлочным опушением. То есть она выглядит вот следующим образом. Я обязательно все фотографии сделаю и рядом с вами выложу. Это то, что касается особенностей, то, что касается ампелографических признаков Teleky 8B. То, что касается его особенностей, данный подвой хорошо подойдет для тяжелых и очень тяжелых почв. Также самое она очень имеет хорошую устойчивость к засухе. Также активным извести по различным источникам считается от 17 до 22%. В целом считается хорошая устойчивость к активной извести, при котором не наблюдается хлороз наших листьев. Также если брать такой сорт, как Cobra 5BB, у которого есть противопоказания, то есть она не подойдет для чувствительных во время цветения сортам. То есть во время цветения сорта, которые склонны к опадению завязи, данный подвой Cobra 5BB не подойдет, а Teleky 8B идеально подойдет и для этих сортов. Данный подвой находится по силе роста между Cobra 5BB и Riparia rupescens Stroh 1.14. То есть сорта, привитые на данный подвой, будут приобретать хорошую силу роста, иметь большую урожайность. Также в первые годы посадки на тяжелые грунты, на тяжелые почвы наблюдается слегка замедление развития наших молодых саженцев. Данный подвой у меня новый, я буду за ним смотреть, наблюдать, посмотрю, как он себя ведет на настольной прививке. В целом будем смотреть и изучать данный подвой тоже. Это все, что я хотел сегодня рассказать.
Всем пока, до новых видео.